Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у нас будет педикюр. Давно не было педикюров на моем канале. В последнее время все делают новогодние маникюры. Но вот пришел новогодний педикюр. Педикюра, судя по всему, здесь не было уже очень давно. И девушка в отчаянии думала, уже не получится перед Новым годом попасть на эту процедуру. Обрезала ногти утром, и что-то пошло не так. В левом уголочке что-то задело, когда обрезала ноготь. Как вы видите, ногти вместе с покрытием очень толстые, и, естественно, обрезать их было непросто. Снимаем покрытие полностью. Напомню, что педикюр зимой мы делаем преимущественно без гель-лаков, насколько это возможно, так как клиенты бывают разные, некоторых никак не уговорить, что нужно снимать покрытие на зиму. И вот это вот как раз тот самый случай. Но если нам попадается такой клиент, мы должны помнить, что покрытие должно быть максимально тонкое, потому что в закрытой обуви идет очень большая нагрузка и давление на ногтевую пластину, а это приводит ко многим проблемам. Значит так, что я сделала? Убрала полностью гель-лак, срезала кусачками длину, опилила форму, мягкий квадрат. Здесь у нас у девушки есть предрасположенность к скручиванию ногтей, то есть ей как бы нежелателен гель-лак зимой. Но тем не менее, сегодня мы все-таки будем покрывать ногти. Поэтому сделаем это сегодня максимально безопасно для клиента. Фрезой почка с красной насечкой 0,40 диаметра вычистила птеригий. Работаю на 15 тысячах оборотов. При этом своим пальцем левой руки оттягиваю боковой валик, чтобы видеть, что мне еще нужно спилить, и не пропиливать боковую стенку ногтя. Иначе ногти будут истончаться и еще больше скручиваться. Теперь оставляю пока пальцы в таком состоянии и перехожу к стопе. Здесь у нас стопы совершенно не проблемные, можно даже сказать, что здесь нечего делать. Обрабатывать буду диском и сразу же беру файл на 180 грид. Грубой кожи как таковой здесь никакой нет, поэтому шлифовочный файл здесь в самый раз. На 18 тысячах оборотов на форварде шлифую стопы. Далее приклеиваю файл на 240 грид, полирую все обрабатываемые участки на 20 тысячах оборотов.
Далее продолжаю работу с пальчиками. Беру фрезу «Пламя» 0,21 диаметра и еще раз прорабатываю боковые валики и зону кутикулы. Теперь смачиваю пальцы водой и наношу ремувер. Даю 2-3 минуты ремуверу подействовать и приступаю к работе. Давайте же посмотрим на наш палец, ноготь на котором еще утром был неправильно срезан. Здесь у нас подногтевые мозольки. Это кожа, которая набилась между ногтем и мягкими тканями. Зачастую именно эта кожа, которая набилась, мешает клиенту при ходьбе и вызывает дискомфорт. Поэтому все нужно хорошо почистить с помощью кюретки, накожниц. Аккуратно прорабатываю зону боковых валиков. Теперь ножницами срезаю кутикулу. По всей вероятности, клиентка при срезании ногтя вытащила кусок кожи из-под ногтя сбоку, и оторвался он где-то примерно в зоне синуса с живой тканью. Я думаю, этот участок очень скоро заживет, ничего в этом страшного нет. Лучше, конечно, на педикюр приходить вовремя, чтобы не допускать лишнюю длину ногтей, чтобы не упирались ногти в обувь, иначе это может повлечь за собой и анихолизис, и врастание ногтя. Ну а если не получается прийти вовремя, то дома либо мы аккуратно срезаем ноготь, либо же подпиливаем пилкой. Делать это нужно ровно, аккуратно, не срезая углы. Далее будем покрывать ногтем, обезжириваю ногтевую пластину, немножко прохожусь праймером и покрываю тонким слоем жидкой базой. Прям вот совсем покрываем тонко-тонко, просто грунтовочный слой. Помним, что даже все слои у нас должны создать тонкое покрытие. Ногти у девушки не тонкие, поэтому если мы еще будем наваливать кучу материала, это будет совсем очень толсто. Выбрали вот такой вот ярко-красный цвет, можно даже сказать морковный. Это номер 010 от торговой марки Атика. Этот гель-лак очень пигментированный, и его запросто можно положить в один слой. Аккуратно прокрашиваю все участки ногтя. Для того, чтобы покрытие у вас смотрелось равномерно, движения кистью должны быть невесомые, просто как бы по воздуху. Таким образом лак выравнивается и даже в один слой смотрится очень ровно.
Просушили в лампе и теперь остается перекрыть топом. Таким образом у нас получается всего 3 слоя. Первый база, просто как грунтовка, 1 слой цвета и 1 слой топа. Покрытие на ногах у нас более носибельное, чем на руках. Все-таки ногами мы не моем посуду, не стираем, поэтому не стоит здесь наваливать кучу материала, все и так будет прекрасно носиться. Да еще и безопасно для клиента. Последним этапом полирую стопы. Наношу масло для полировки стоп от торговой марки Мисс Павлова и бафиком на низких оборотах втаптываю масло в кожу. Таким образом кожа у нас напитывается полезными маслами и полируется. Давайте теперь посмотрим на результат. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если это так, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения, с легкостью доработать до конца года, чтобы все наши клиенты в Новый год вступили с шикарным маникюром и педикюром. На этом у меня все. Всем пока-пока.